Макс Армай. Нечетный воин. Удары сыпались один за другим. Кто бы мог подумать, что в столь заурядном теле скрыта подобная сила. Льяв едва успевал уворачиваться, все больше и больше пятясь в самый дальний угол. Наконец его длинный кожистый выступ спины уперся в стену и слегка завернулся. «Все, конец!» Задыхаясь от усталости и отчаяния, подумал он, готовый в следующее мгновение рухнуть на пол. «Ух-э!» — торжествующе взревел Эрхен, чуть шире замахнувшись для решающего удара. И тут, даже сам не понимая как, Льяв, словно сорвавшийся под неимоверным грузом блок, бешено крутанулся на одном месте и с сухим, громким треском рассек Эрхену брюхо. Эрхен на долю секунды замер, а затем со злобным шипением отскочил от него прочь. Его огромные, леденящие душу глаза с опаской и недоверием вновь словно бы ощупали его. И тут же раздался звенящий удар. Время истекло. Льяфа грубо схватили и бесцеремонно потащили обратно в подземелье. Но он все же успел заметить, как самым невероятным образом смертельная рана Эрхена затянулась буквально на глазах. Это было просто непостижимо. Он убивал этого Эрхена уже во второй раз, и все так же тщетно. Было от чего прийти в отчаяние. Впрочем, даже если бы он и сразил его окончательно, вряд ли это что-либо изменило в его судьбе. На этот раз, перед тем, как Льяфа затолкали обратно в его убогую темницу, из ее второй половины, отделенной от его части прочной железной решеткой, выволокли за ноги труп Иртанина. Живот несчастного наискось пересекала широкая рана, и его дурно пахнущие внутренности, вывалившись наружу, волочились следом, пачкая каменный пол подземелья пятнами сероватой крови. Истошно заскрипев, захлопнулась тяжелая решетка, и Льяв остался один в почти полной темноте. Слабый свет шел лишь из дальнего конца коридора, где сидел стражник под чадящим грошовым факелом. «Боги, боги, в чем же я перед вами провинился?» — застонал Льяв, без сил падая на холодный пол, тут и там залитый еще не остывшей кровью Иртанина. А ведь прошло всего только 3 дня. 3 дня! Хотя порой ему кажется, что все это длится уже целую вечность. Обхватив колени руками, Льяв забился в угол темницы и прилагал все силы, чтобы не уснуть. С недавних пор он начал бояться своих снов. Как же такое могло случиться, что он, самый обыкновенный крестьянский парнишка, никогда раньше не забредавший дальше соседской деревни, вдруг оказался в огромном городе далекой чужеземной страны? Да еще и угодил в самое мрачное подземелье, какое только можно сыскать на этом свете. И самое удивительное, он бьется здесь, как заправский воин, и это при том, что он и меча-то в руках никогда не держал. Обдумать это в очередной раз Льяв так и не успел, ибо глаза его невольно закрылись, а голова медленно опустилась на грудь. Но едва это произошло, как он вновь испуганно встрепенулся и с усилием, разомкнув глазные пленки, уставился в сторону неверного света, падающего из коридора. Старик! Вот кто во всем виноват.
Льяв не знал, как и почему, но был уверен, что это истинная правда. Он появился в деревне незадолго до своей смерти. Высокий, сильный, несмотря на свой преклонный возраст, быстрый, как ветер, и мудрый, как 10 старейшин вместе взятых. Таких существ в их деревне никогда раньше не видели. Но старик был вежлив, а гостей в их краях всегда встречали радушно. И он остался. И с того дня, вернее, с той самой ночи, Льяфу начали сниться эти непонятные и столь пугающие его сны. А уже на следующее утро, словно бы что-то почувствовав, старик внимательно посмотрел на него и уже, как казалось, никогда не отводил от него этого своего странного взгляда. Даже тогда, когда умирал, неведомо от какой болезни, спустя где-то месяц, он лишь еще раз посмотрел на него, еще внимательнее, чем прежде, и улыбнулся, а затем испустил дух. Когда Льяв проснулся, то обнаружил, что руки его вновь все сплошь покрыты загадочными узорами, а у противоположной стены, за железной решеткой, разделявшей их темницу на 2 равные половины, боязливо поджав под себя нелепые двухсуставные ноги, сидел очередной иртанин. Едва Льяв посмотрел на него, как тот сжался еще больше и неуверенно отвел глаза в сторону. «Я Льяв». Льяв слегка тряхнул головой и поднялся с пола. Иртанин еще несколько мгновений помолчал, а затем тоже, едва слышно, представился. «А я Игу», и добавил срывающимся голосом: «Это подземелье смерти. Многие годы здесь каждый 8-й день недели повелитель собственноручно кого-нибудь лишает жизни». А затем продолжил еще тише: «А последний месяц он убивает каждый день». Иртанин, как и предыдущий, был крупным и имел на редкость здоровый вид. «Когда-нибудь, когда придет твое время, то ты точно так же, как сейчас тебе я, поможешь тому, кто явится тебе на смену», — вспомнил вдруг свой сегодняшний сон Льяв. Старик теперь не улыбался, а был как никогда серьезен. «А теперь запомни, ты не сумеешь одолеть Акхина до тех пор, пока не совпадет ваша четность. Он прячется за ней, как за щитом. Когда ты сражаешься с ним, то он не совсем он. Ты видишь перед собой лишь его дух, в то время как его тело пребывает совсем в другом месте. Ты нечетный воин, а он — данник четной стороны судьбы. Ты силен, когда один, а он черпает свою силу лишь когда прячется за своей тайной половиной. И он уже понял, что нечетный воин сменился и пытается найти тебя, пока ты себя еще не осознал. Найти единственно возможным способом. Торопись. Теперь у тебя осталась лишь одна попытка. Он уже почти убедился, что новый нечетный воин — это ты. Когда колыбель миров была пуста, и еще ни одна вселенная не омывала своего пространства в океане времени, повсюду существовало лишь одно великое ничто, и это ничто было четным. Оно было четным, поскольку самим своим существованием подразумевало, что помимо него могло бы быть и что-то еще, что-то отличное от этого ничто. И когда оно догадалось об этом, то страшно испугалось, и черная злоба охватила всю ее несуществующую сущность. И оно возненавидело все эти возможные миры еще даже до их рождения. Но едва помыслив их, она тем самым
пробудило их к жизни. И в то же мгновение, наряду с великим четным ничто, возникло первое нечетное что-то. С тех самых пор ничто упорно пытается вновь вернуть великое небытие. Оно посылает в эти миры акхинов, ужасных разрушителей сущностей. Они уничтожают эти миры, уничтожают, неизбежно погибая при этом и сами. Но страх смерти не останавливает их, ибо влекущая их сердца жажда разрушения неизмеримо сильнее. Миры же они разрушают, получив над ними абсолютную власть. Власть и есть то самое средство, которое неудержимо ведет их к намеченной цели. И только ты один можешь остановить их, ибо ты вызван к жизни той самой первой нечетностью, дабы защитить все сущее от великого небытия. А потом на Льяфа вновь навалились кошмары. Льяв зажмурился и отчаянно затряс головой, словно пытаясь вытрясти из нее даже сами воспоминания о них. Вышло это, видимо, настолько устрашающе, что Иртанин на всякий случай отодвинулся в самый дальний угол своей половины темницы и оттуда с испугом смотрел на него. «Не бойся, это я так. Сон вспомнил», — успокаивающе махнул рукой Льяв. Прошло, наверное, несколько часов. Из коридора донесся шум, и вскоре к темнице подошла группа солдат. Все как на подбор, высокие, вооруженные до зубов, кадлийцы. Дверной замок глухо заскрежетал, и вот они уже вошли внутрь. Льяв оглянулся и увидел потемневшего от страха Иртанина, мертвой хваткой вцепившегося в прутья решетки, разделявшей их темницу. Руки, его руки, на них точно такие же узоры, как и на моих, пронеслось вдруг в голове Льяфа, и тут же знание, подобно тяжелому молоту на наковальню, обрушилось на его сжавшуюся от ужаса душу. Он вдруг все понял. Он знал, что и как ему следует делать. И это знание острой болью пронзило его сердце. За какую-то долю мгновения он ловко крутанул кисть ближайшего к нему солдата и, завладев его мечом, тут же снес тому голову с плеч. Не дав никому опомниться, он резко развернулся и с силой вонзил меч в грудь несчастного Иртанина, целясь тому прямо в сердце. В глазах бедняги вспыхнуло несказанное удивление, тут же сменившееся ужасом и отчаянной мольбой. Но что он мог поделать? У него не было выбора. «Прости», — лишь отозвалось эхом где-то в самой глубине души Льяфа. Следующие несколько секунд ушли на то, чтобы лишить жизни опешивших от неожиданности остальных солдат. Льяв даже удивился, насколько это оказалось просто. Покончив с этим, он опрометью бросился прочь по тускло освещенному коридору. Насколько он помнил, теперь надо было подняться вверх по лестнице, а затем миновать длинную галерею, тянущуюся направо. Он летел, подобно степному ветру, настолько быстро, что никто даже не успевал понять, кто это и куда бежит, и лишь в ужасе отшатывались с его пути. А кто не успевал этого сделать, сами отлетали в стороны, испытав на себе всю неудержимую мощь его вновь обретенного тела. «Все, сюда!» Изящным пируэтом, зарубив стоявших у входа стражников, Льяв, подобно камню, пущенному из распрямившейся франдибулы, с грохотом влетел в зал и, наконец, увидел его. Теперь это был не заурядный Эрхен, а самый, что ни на есть, настоящий
Аххен, грозный, яростный, полный силы и непримиримой злобы. Глаза его пылали гневом, стальные мышцы бугрились под великолепным доспехом, и он ждал. Его не удалось застать врасплох. Едва глаза их встретились, как мир вокруг них замер, и даже само время остановилось, словно бы боясь пошевелиться. Направленные на Льяфа копья, натянутые тетивы луков с уже наложенными на них стрелами, суровые воины, бегущие ему наперерез, все это замерло в своем движении, словно искусно нарисованная картина. И лишь тяжелые, замедленные удары сердца глухо отдавались в его ушах. Не сказав ни слова, противники яростно устремились друг другу навстречу и тут же закружились в бешеном беспощадном танце, в котором у каждого партнером была верная смерть. Бесконечное мгновение, потому и бесконечно, что может длиться вечно. Но даже и сама вечность не бессмертна. Распущенное острым лезвием бытия на свои мнимости, оно умирает в собственной бесконечности. То, чего нет, исчезает в том, чего нет. Так было и так будет всегда. Едва Льяв пронзил сердце Аххена, как мир вдруг вывернулся наизнанку и устремился прямо в него. Вселенная ревела подобно никогда и никем не виданному зверю, стремительно проносясь по его венам. Время мяло, плющило и разрывало его лишь за тем, чтобы вновь собрать, но уже во вчера или же завтра, а затем уже в следующее мгновение начать все заново. Он не знал ни кто он, ни где он, ни даже есть ли он вообще на самом деле. Он просто был или не был. В этом мире тоже был свой Аххен. Здесь его называли дракон, Гактунгр, Абадон. Сейчас он был в теле невысокого, лысоватого уже в возрасте человека. Пусть он и выглядел неказисто, но это был настоящий дракон. Льяв вдруг почувствовал, что теряет себя. Его собственное сознание стремительно истончалось, вместо которого он наполнялся чьим-то новым, совершенно чужим. И тут ледяная вода больно обожгла легкие, заставив сердце на мгновение остановиться. Ледяная вода больно обожгла легкие, заставив сердце на мгновение остановиться. Андрей бешено задрыгал руками и ногами и всеми силами устремился наверх, туда, где была спасительная поверхность. «Я!» — жадно вдохнул он, выныривая из-под воды. «Андрюха! Ты чё? Андрюха! Держись!» Послышалось откуда-то сверху, и вот уже несколько рук крепко схватили его и вытащили на холодные мокрые доски причала. «Не, ну ты прикинь, только я, значит, отвернулся, а он уже шагнул к краю и бултых, и сразу на дно». Жарко объяснял подвыпивший долговязый парень своим товарищам, то и дело нервно поправляя свою черную вязаную шапочку. Андрей тяжело закашлялся, согнувшись чуть ли не пополам. На него тут же накинули чью-то куртку, а долговязый парень натянул ему на голову свою шапку. «На, согрейся!» Кто-то протянул ему стакан и теперь настойчиво пытался заставить выпить его содержимое. Ох, только и смог выдавить из себя Андрей. Была осень, октябрь или даже ноябрь, самое его начало. Всю ночь Андрею снились странные сны. Порой они превращались в настоящие кошмары, и тогда он с криком просыпался и, тяжело дыша, озирался по сторонам, сидя посреди своей кровати.
Проснулся он рано. Как ни странно, простуду как рукой сняло. Голова не болела, а во всем теле ощущалась непривычная бодрость. Задумчиво помяв меж пальцев сигарету, Андрей вдруг решительно сломал ее и отшвырнул в сторону. Сам себе удивляясь, он накинул на себя лишь легкую спортивную куртку и, надев на ноги старые кроссовки, осторожно, чтобы не разбудить родителей, вышел из квартиры. Бежалось легко и как-то даже празднично. В ушах ревела любимая музыка, но Андрей не слышал ее. В голове его все время крутилась одна и та же странная фраза: «Нечетный воин, я нечетный воин». Андрей не понимал ее, и все же чем-то она была близка ему и знакома. Где-то внизу, под ногами, стремительно проносились грязные осенние лужи, в которых уныло плавало серое московское небо. Это небо разбрызгивалось в стороны, когда Андрей невзначай попадал в лужи ногой. Но он не обращал на это ни малейшего внимания, потому что ему было хорошо. Пока хорошо. Ведь он все еще был Андрей. В каждом мире есть свой дракон, и на все миры есть только один нечетный воин. Если когда-нибудь он оступится, промахнется, его рука дрогнет в решительном поединке, то все раз и навсегда закончится, и бытие вновь сменится великим ничто. Thank you.